Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Вы смотрите канал «Давай запишем», у микрофона Александр. Сегодня мы презентуем два аудиоинтерфейса третьего поколения от компании Focusrite. Это Scarlett Solo и Scarlett 2.2. Приступим. Итак, третье поколение уже в продаже. Новая серия состоит из 8 устройств, и все они имеют ряд изменений по сравнению с предыдущей серией. В числе главных некоторые внешние изменения, наличие балансных выходов даже на самой простейшей карте серии, высокопроизводительные инструментальные входы и конвертеры, а также микрофонные предусилители третьего поколения с естественным звучанием и режимом Air. Эта функция незначительно изменяет частоты предусилителя, имитируя акустические характеристики традиционных трансформаторных микрофонных предусилителей. Предлагаю сразу это услышать, чтобы не мучить вас долгим ожиданием. Одинокий айсберг в море без конца и края. Осколки, осколки, как слезы роняет под палящим солнцем. Жизнь его, как свечка, тает. Не жалко, не жалко, пускай догорает. Ну что, можно сказать, что в каких-то случаях эта функция действительно может оказаться очень полезной и нужной. Поэтому спасибо инженерам Focusrite. Идем дальше и делаем шаг назад. Установка. Без нее никак. Все стандартно и элементарно просто. На сайте производителя заходим в раздел «Загрузки», выбираем свой продукт и качаем то, что нам надо. Ну а далее все по списку. Распаковали, установили, включили в свои станции и работаем. Здесь же добавлю, что все управление интерфейсами дублируется в приложении Focusrite Control, что при каких-то обстоятельствах может быть очень удобно. А также благодаря программному инструменту Quick Start любой из вас может легко настроить и запись, и воспроизведение буквально за пару минут. Теперь входы. У Solo их два. Микрофонный и инструментальный или линейный, переключается режим с помощью этой кнопки. У карты 2.2 оба канала могут быть и микрофонными, и инструментальными, и линейными. Это, конечно, значительно расширяет возможности работы. Напомню, если подключаем сюда XLR, то входы будут микрофонными, подключаем симметричные джеки, входы автоматически переключаются на линейные, подсоединяем инструментальные джеки, активируем вход кнопками. Теперь поговорим про мониторинг и задержку. К примеру, пишем вокал и гитару. И что мы слышим? Мониторинг и в карте Solo, и в карте 2.2 прямой, с нулевой задержкой. Оба инструмента, то есть гитара и микрофон, звучат в обоих ушах одинаково. Ну а теперь важная информация для владельцев 250-омных наушников. Хоть и рекомендует производитель использовать с этими картами наушники с сопротивлением не более 200 Ом, могу сказать, что только что я послушал 770-е, 250-омные Beyerdynamic, и стало понятно, что вполне громкости хватает. Уж во всяком случае для сведения вам этого будет достаточно. Кстати, нельзя не обратить внимание на то, что у Solo громкость наушников и общая регулируется одной ручкой, у 2.2 наушники имеют свой регулятор. Это очень удобно.
Переходим к сферам применения. Разумеется, это запись в домашних условиях вокала, гитары, клавиш с картой 2.2 и выше. Ну и, естественно, стриминг. С этой задачей карты справятся на отлично. Если кого-то интересует режим loopback, то есть вещание под, например, фоновую музыку, то с этими картами это также возможно. Ну а теперь о том, чем комплектуются эти устройства. Помимо традиционных бумажек и USB кабеля типа C, эти продукты после регистрации дадут вам возможность владеть целым пакетом очень приличного софта. Перечисляю. Pro Tools First Focusrite Creative Pack с сотнями звуков, 500 мегабайтами различных лупов и классными эффектами. Ableton Live 10 Lite – одна из ведущих станций для создания музыки. Плагины от Softube Time and Tone Bundle и Focusrite Red Plugin Suite, а также право выбрать один из 4 инструментов XLN Audio Adaptive Case и доступ к целой куче пресетов и возможности обновлять весь софт. Очень прилично для старта. Ну а сейчас давайте подведем некий итог и, глядя на эти две карты, ответим на самые интересные вопросы. Итак, первое. Есть ли между ними разница по звуку? Ответ – нет. Звучат абсолютно одинаково. Второе. Нужен ли к ним дополнительный предусилитель? Используя функцию Air, можно сказать, что не нужен. Третий вопрос. Можно ли подключить к ним синтезатор? В соло нет, в 2.2 можно, стереовход имеется. Номер 4. Можно ли подключить MIDI? Увы, нет. Но это не так страшно, все в основном сейчас коннектится по USB. Пятое. Дружат ли эти карты с macOS? Да, дружат. Никаких дополнительных установок не потребуется. Шестой вопрос. Можно ли сюда подключать USB микрофоны? Нет, это невозможно. Седьмое. Можно ли подключить сразу две гитары? В соло только одну, в 2.2 без проблем. Номер 8. Можно ли себя мониторить с ревером и компрессором? Ответ. В этих картах нет собственного DSP, можно посылать обработанный сигнал на наушники из внешнего, но, скорее всего, будет задержка. Девятый вопрос. Поддерживает ли Windows 7? Ответ был получен от представителей дистрибьютора. Они уверяют, что и под семеркой 64 бит, и под Linux все будет прекрасно работать. Поверим. Ну и, наконец, 10-й вопрос. Потянет ли карта тяжелый проект с кучей дорожек и кучей обработок? А вот этот вопрос надо, скорее всего, адресовать нашему компьютерному железу. Чем оно мощнее, тем корректнее все будет работать. Друзья, вот на этом наш обзор и закрываем. Если появятся вопросы, пишите, ответим непременно. Работайте на хорошем оборудовании, всем успехов и до новых встреч на канале «Давай запишем». Пишу. Помимо традиционных бумажек давай еще раз, ты что-то там не успел, по-моему. Вскинул голову прям, помимо! Да уж. Не успел, опоздал. Так, все готово? Пишем.